Как вы видите, эта тачка ни хрена не дрифтит. И сколько бы мы ни работали над ее внешним видом, стильно кататься на ней не получается. Поэтому прямо сейчас мы отправляемся в сервис, занизим ее, заварим редуктор и поедем по-настоящему круто угорать. Погнали! Преимущество этой машины то, что на ней можно не париться по поводу ям, по поводу каких-то дорожных моментов. Потому что ты просто... Единственное, что тебя волнует в этой машине, это то время, которое ты потратишь на ее ремонт. Потому что цена за это просто минимальная. И можно реально кайфовать и не париться. Сука! Почему эта штука сделана таким кривым образом? Посмотрите, у нас только что стоят новые шины и только что сделанные диски. Нижняя часть крыла просто разрезала их напрочь. Как мы будем занижать машину, если колесо трется об арку? Мы занижаем на 7 сантиметров и перед, и зад. Это средняя высота по занижению. Делаем это новыми деталями, чтобы машина могла ездить при рабочей подвеске, без спиленных пружин ломаных, и чтобы работали амортизаторы. Значит, смотрите, здесь прям русским по белому написано: пружины Техноресор разработаны специально для достижения идеальной работы подвески. Вдумайся в эти слова: идеальной работы подвески на ВАЗ-2107. Ты понимаешь, после того, как мы поставим их, у тебя будет идеальная работа подвеска, в идеальном Я жду не дождусь этого момента. Они уже спиленные, да, получается, изначально? Их Да, даже не да. надо укорачивать. Они готовые пружины, мы их ставим в стандартное место, и у нас все это занижается. Вместе с пружинами у нас идут амортизаторы. И тоже они низкие. Вот просто скажи нашим зрителям, потому что я боюсь произносить такие цифры в выпуске про ВАЗ-2107. Сколько стоит набор, состоящий из 4 пружин и 4 амортизаторов? Он стоит 15 000 рублей. Раньше, когда Тёмыч снимался для нашего шоу, он одевался в обычную робу и вообще не парился по поводу всего. Сейчас он, посмотрите, просто парень на стиле, он носит красивые рубашечки, и даже несмотря на то, что он чумазый, он реально на стиле. Просто с тех пор, как его стали узнавать на улицах и стали его узнавать постоянно, Тёмыч стал следить за тем, как он смотрится в кадре, и поэтому тот момент, когда он уже становится не очень чистым и становится по-настоящему чумазом, но все еще находится в белой рубашечке, он особенно крут. Я так понял, что это реально очень простая процедура, и если ты купил все необходимое, то это можно сделать реально за 1,5-2 часа. Мы приехали на самое большое скопление разборок в Питере, на улицу Фучика. Сейчас мы их обойдем, найдем самый дешевый редуктор с самым низким придаточным числом, заварим его и поедем дрифтить. Подошли, спросили, и здесь есть сразу заваренный редуктор. Посмотрим, насколько он хорош, может быть, найдем другой, может быть, возьмем этот. В общем, уже есть готовый заваренный. Блин, Фучика! Тут не просто можно купить редуктор и пойти его и заварить. Тут можно купить редуктор сразу готовый, сразу заваренный, сразу такой, как тебе надо. Таким образом, перед нами два редуктора. Один из них наш, находится в обычном стоковом состоянии, и второй заваренный, который мы купили за 2000 рублей. Здесь у нас дифференциал работает следующим образом. От кардана передается передаточное отношение на центральную шестеренку, а она в дальнейшем передает на маленькие. Они здесь у нас не зафиксированы, соответственно, передаточное отношение распределяется по осям. Либо на одну, либо на вторую, не вместе, по очереди. Здесь передаточное отношение у нас также передается на кардан, на большую шестерню, но маленькие у нас заварены. Соответственно, у нас все передается на обе оси и крутится в одном направлении. Сейчас мы отмоем наш новый редуктор, установим его на автомобиль, зальем масло, разберемся с колесами, которые, скорее всего, не влезут, и поедем дрифтить. Этого редуктора
просто космический, и насколько его хватит, никто не знает. Также есть проблема. Как только мы опустим машину, то весь задний мост конкретно сдвинется в эту сторону, потому что мы машину занизили, и, соответственно, тяга Panhard отрегулирована под предыдущую высоту. Но у нас есть решение. Мы купили вот такую вот заранее спортивную, тюнингованную деталь для классики. Мы его отрегулируем так, чтобы он у нас стоял по центру. Мы закончили работу по занижению задней подвески нашего Блэкджека. Посмотрите, как это все смотрится. Очень красиво, стильно. Жалко то, что как только мы хоть раз проедем по дороге, это все сразу же превратится в обычное жигулевское вот это вот железо, которое просто грязное и выглядит не пойми как. Также мы поменяли редуктор. Теперь у нас настоящий заваренный пацанский, так скажем, задний привод. Странно звучит, неважно. Единственный вопрос, который кажется мне важным, это влезут ли наши колеса на заниженной подвеске в арке. Но этот вопрос мы отложим на потом, потому что сейчас мы будем заниматься занижением передней подвески. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Вот чем мне нравится эта машина. Мы сейчас закончили практически сборку передней заниженной уже подвески. И в самый последний момент у нас отломалась важная гайка. Соответственно, мы не можем ничего сделать на любой другой машине. Мы бы сейчас разбирали нашу конструкцию обратно, бы сверливали эту шпильку, закручивали туда новую. Короче, геморроились очень много времени. Что мы делаем сейчас? Завариваем весь этот кусок, и если вдруг нам когда-нибудь понадобится это разобрать, мы просто берем и срезаем это болгаркой. Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends. Машина успешно села на свои 4 колеса. Передние встали вообще идеально, задние стоят в принципе норм, но если мы начнем ехать, то они обязательно будут цеплять арку. Наступил новый день, и как вы видите, справа от меня появился человек по имени Егор. Если вы помните, именно он делал нам разварки, и он вызвался помочь нам раскатать наше крыло. Судя по этому инструменту, ты настроен очень серьезно. Профессиональный раскатчик арок. Как происходило это раньше? Сюда биту внедрили, проехали за один раз, и все, и уже дверь людей не закрывается. То есть здесь надо понежнее, все-таки усилие идет хорошее. Давай, давай, давай. Давай, 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 отлично. Едем, едем, едем. Ага, стоп. Вот это у нас специальный груз появился на бампере, который больше прижимает арку к колесу, чтобы нам дальше ее подвытянуть. Давай, 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 давай. О, пошла наружу, видно прямо. Давай, 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 давай. Стоп! Все, уже вышло за диск даже немножко. Ну да, визуально да, здесь свет за диск. Я думал, что нам придется вот эту вот часть каким-то образом отрезать, брать вот такую накладку, приделывать ее, шпаклевать. Есть еще, конечно, менее вандальный способ, это раскатчик арок, который прикручивается на ступицу, такой с роликом. Но это тоже нормальный, в принципе, вариант. Ну да, если аккуратненько, синхронизированно работать, то, в общем-то, получается достаточно хорошо. Сейчас я вам покажу, что происходит с машиной, когда у нее заварен редуктор. Вот смотрите, я выкручиваю руль до упора влево и начинаю медленно трогаться. Смотрите на заднее колесо сейчас. То есть можно сказать, что ты дрифтишь в любом случае, хочешь ты этого или нет, потому что колесо проворачивается. По ощущениям, конечно, машина стала очень жестко управляться, как будто бы мы едем не в классике, а в каком-то спортивном автомобиле с максимально жесткими настройками в режиме спорт. Конечно, все равно это осталось рулевое колесо от Лады, но тем не менее ощущение такой спортивной, жесткой подвески появилось. Ты чувствуешь, что ты начал хоть как-то контролировать ситуацию. Ну а теперь, мне кажется, самое время подрифтить. Это просто охерительно! Какой-то треск стоит непонятный. Вот это да! Она это делает сама! Она вообще неуправляема! Она просто не поддается никакому управлению! Эта тачка создана для неконтролируемого дрифта.
жестко валит дым из-под капота. Посмотрите на это, там просто происходит какой-то абзац. Ну что, друзья, подведем итог. Покрышкам конец, кардан бьется, издает странные звуки. Сцеплению конец, двигатель несколько раз перегрелся. Тосол хлещет во все стороны, и это еще далеко не полный список. Но машина все еще на ходу. Машина ездит и доставляет невероятное удовольствие. И я могу сказать, что я люблю ее всей душой. К сожалению, подрифтить в полной мере этого слова сегодня у нас не получилось, потому что двигателю явно не хватает мощности. Все, что мы делали, это крутили пятаки, но в ближайшее время я планирую заняться тюнингом мотора, и мы обязательно будем по-настоящему круто валить боком. Но это вы увидите в одной из будущих серий. Ну а так все. С вами был Илья Стреколовский. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. До скорых встреч, друзья! A terrible mistake was made. The weight would Посмотрите, как смачно разорвало покрышку просто пополам. Надо было остановиться вовремя. Вот вся проблема в том, что мы не остановились, когда это надо было сделать. Не стал бы я чуть-чуть еще дрифтить, и все было бы хорошо. Спокойненько бы доехали до сервиса, и все бы поменяли, не было бы никаких проблем, но нет. Я сказал, нет, надо еще сделать несколько крутых пятачков. Все, наш Black Jack снова в строю, господа, так что можно садиться за руль, поворачивать ключ и получать неимоверное удовольствие от этой машины. Теперь уже точно всем пока, до скорых встреч. a terrible